Это подмосковный город Жуковский. 28 лет назад здесь родился Леша Гаскаров. С самого детства он отличался обостренным чувством справедливости и когда подрос, стал заниматься общественной деятельностью. Теперь его обвиняют в участии в массовых беспорядках и пытаются выдать за того, кем он не является. Мы как будто бы вместе все стали вдруг расти. То есть он был как бы у нас младший товарищ, что ли, когда начал более-менее соображать, ходить. В детстве его никто никогда не то что там пальцем не трогал, то есть, в принципе, даже голос не повышали. А если вдруг повышали, он умел делать вот такие глаза, и как бы это сразу весь гнев куда-то уходил, если он там что-то делал не так. И просто он умел делать такое лицо, что прям сразу думаешь: господи ты, боже мой, ну как можно на это кричать или что-то там. Бывают такие дети, даже в младенца приносишь, у него уже взгляд такой, что у меня такое ощущение, что он родился, наверное, с этим. И, может, у нас какие-то предки какие-то особенные были, я не знаю. Я про себя такого не скажу, я вообще не лидер, не боец. Он меня называет, что я овощ. Я с детства помню, что у него почерк всегда плохой был. Даже сейчас письма читаешь, там невозможно прочитать, да. Я помню, что когда маленький он был, это правописание, у него не получалось, и что-то меня так это, я помню, злило. А у нас все это заканчивалось или отжиманием, или турником. На турнике там подтягивали. Ну, так это, подтягиваться научился, отжиматься, а писать не научился. Ну, красиво именно. Пишет без ошибок, но прочитать очень сложно. Когда он учился в школе, он особо книжки не читал. Тогда еще всяких интернетов не было, компьютеров, ничего такого не было. То есть он как бы занимался спортом, с друзьями общался. Только когда уже пошел учиться в институт, то есть там совсем уже другой круг общения появился. То есть и книжки он сразу стал читать гиперсерьезные, я бы сказала. То есть философов каких-то там, что-то такое. Я очень многому училась у Лёши, и получилось так, что то, о чем мы с ним разговаривали, просто совпадало полностью с каким-то моим мировосприятием. И именно, наверное, этот момент, то, что мы полностью сошлись в наших взглядах, тоже сыграл большую роль. Когда я понял, что у дочери есть друг, дело серьезное, что надо знакомиться. Ну и предыстория вся, кто он, да, откуда, довольно была, естественно, напряженная. Первое впечатление было довольно, что человек серьезный. Хотелось бы, конечно, с веселого начать, но мысли были такие тоже серьезные, поскольку дело касалось дочери. Когда он был мне еще не знаком, когда я видел его со стороны и просто приходил на мероприятие киноклуба, Алексей выглядел как учитель. Как учитель, но при этом он был одним из нас. То есть, было же понятно, что у нас не очень большая разница в возрасте. И вроде как он не с другой планеты, а один из ребят из того же двора, что и все мои друзья. Уже в то время он имел какую-то заметную серьезность, которая выделяла его на фоне остальных молодых людей. И она, конечно, притягивала. Леша сразу произвел впечатление очень серьезного человека. Я думаю, он на всех производит такое впечатление. Кажется, что этот человек живет в каком-то своем мире. В общем, четко знает, что будет дальше, что он хочет делать, зачем любой шаг. Но на самом деле это впечатление обманчиво. Мне даже кажется, что Леша, если с ним хорошо познакомиться, он немножко застенчивый человек. Первое впечатление, которое о нем у меня сложилось, он мне показался очень скромным. Он зашел, сел, сложил ручки и старался не смотреть прямо в глаза, потому что видно было, что он как-то стеснялся. Да не было никаких проблем при знакомстве, при общении. То есть, когда человек располагает, когда человек хороший, это сразу же видно. Мне было с ним интересно. Разница в возрасте большая, да, казалось бы, у меня больше опыта, я мог бы ему больше что-то рассказать, но я очень много узнавал и от него. Сейчас, на сегодняшний день, до момента ареста, то есть
не я ему там какие-то, я ему помогаю там, допустим, вот в быту или что-то такое, я могу помочь. А вот если в каких-то жизненных ситуациях, он мне помогает, он мне дает советы, он меня учит, как надо вообще, что надо делать. Как всегда это все. Ты пока еще ничего не понимаешь, то есть ты потом это осознаешь, поймешь там. Ты говоришь о том, что у вас есть разногласия сейчас, на почве чего они в основном происходят? Ну, цвет стен в комнате. Мы делаем ремонт. Ну, серьезно. Лёша на белом. Вы были уже, да, на квартире? Там белый цвет стен. Мне кажется, на этом история закончилась. Нет, на самом деле, я не могу даже на самом деле назвать какие-то глобальные конфликты, потому что с Лешей все наше общение, это, да, когда у нас сталкивались разные точки зрения, всегда состоялись какие-то дискуссии, и мы всегда находили в итоге, это даже не компромисс, скорее мы убеждались, что какая-то позиция действительно верна. И, наверное, это такая особенность Лёши, мне кажется, не то, что он умеет переубеждать, он точно так же способен лоббильно принимать позицию других людей. Мы смотрели в «Хоббите» фильм «Россия-88» вместе с этими футбольными фанатами Сатурна, которые придерживались правых взглядов. И когда я пришел посмотреть этот фильм, я не знал, что они там будут. И когда я их увидел, я не то чтобы испугался, но удивился, насторожился, потому что для меня, например, было абсолютно дико проводить с ними время совместно, смотреть вместе фильм. У меня как-то в голове это вообще не укладывалось. И вот это очень характеризует Лешину черту — постоянно со всеми находить общий язык. Там началась какая-то заварушка между националистами и анархистами. То есть это было на Сахаре, то есть она буквально это самое. И когда Леша влетел в эту толпу и просто вот развел вот так вот руками, и они разошлись. И вот здесь я поняла, что действительно, наверное, это вот что-то в нем такое есть, что вот он может что-то такое сказать, что его люди слушают. То есть его слушают, к нему прислушиваются, но это не значит, что за ним как за вожаком стадо баранов идет. Он как бы не навязывает никому своего мнения, то есть он как бы вот он говорит, если его слушают, то как-то продолжается дальше. Но вот он никогда не будет вот так вот, я здесь главный, вот меня все слушайте и все за мной. А может быть именно поэтому, то есть он умеет с людьми разговаривать. Надя его постоянно за это попрекает, говорит: Леша, ты никогда не думаешь о себе, ты думаешь вот, о других. Да, это я нехорошее его качество, он не думает о себе. Ты много говоришь, поэтому я расскажу. Как-то мы пошли то ли на 8 марта, то ли на 23 февраля, уже не помню, в клуб, затащила нас Надя, что там, музыка, танцы, всякое такое. И, по-моему, мы уже собирались выходить или просто услышали какие-то звуки, кипиш, борьба, что-то такое. В общем, на улице дралась какая-то парочка, вокруг, как это обычно бывает, собралась целая толпа, кто-то подначивал, кто-то кричал, кто-то улюлюкал, кто-то еще. Леша прошел сквозь толпу, разнял их, подскочил, там одного куда-то отпихнул, другого остановил, одного там дал вытереть посадил. Кровь, второго там усадил в такси. В этом, мне кажется, весь Леша. Это постепенно стало понятно из многих каких-то аспектов, моментов, случаев. Да, то есть это человек, который не проходит мимо. Да? Это человек, ну, у меня ощущение такое, что не знаю, у людей, которые сейчас во власти, или у людей, которые там чего-то решают, у них как-то вот отняли совесть, и вот там большую часть этой совести отдали Леше. И ему от этого, наверное, очень сложно, потому что он не сидит на месте, он вот влезает в каждую проблему, он влезает там, где нужен, может быть, где не нужен, но он по-другому не может. Да, и я его за это очень уважаю. Что я конкретно могу сказать про Лешу, это смелый человек, который делает то, о чем он говорит. Он очень ответственный человек слова. И Леша обладает действительно добрым сердцем. И за это я очень его ценю и уважаю. Он просто как давал советы, как типа старший товарищ и так далее. Но, безусловно, он обладал и обладает прекрасными организаторскими способностями, к нему люди прислушиваются. Это прирожденный лидер. Когда я вижу Лешу или когда я слышу о нем, у меня возникает очень такое особое ощущение
вокруг него такая атмосфера очень интересная. Мне сложно ее просто описать. То есть мало кто из нас сделал столько для общества вокруг него. То есть, у меня просто нету похожих примеров. Он совершенно уникальный человек. Леша очень подвижный человек, и я думаю, что если действительно его ближайшее окружение спрашивать, все сойдутся в едином мнении о том, что Леше тяжело сидеть на месте, и у нас, как бы много путешествий было в жизни, каких-то совместных. Мы там, если это выходные дни, когда нет возможности выехать далеко, мы ездим куда-нибудь на велопрогулки или на озеро. В итоге он оказался своего рода проводником, то есть когда мы решали, может быть, пойдем в театр, он говорил, да, отлично, вот я знаю классную постановку, да. Пойдемте, и мы шли куда-нибудь в театр Док или что-то вроде того. Когда мы шли по барам, тоже Леша говорил, о, давайте я вам покажу классное место, и заводил нас в какие-то такие дебри, где мы ни разу мы не ни бывали. разу там не были, ни разу не слышали о этих местах. Он очень много мест знает, каких-то таких культурных, цивильных, интересных, каких-то креативных. Но на самом деле это была такая подготовка к нашему путешествию в Испанию, где очень знаменитый парк развлечений есть, и мы с ним купили там такие золотые билеты на бесконечное количество катания на всех самых страшных аттракционах в том числе. Когда мы поняли, что у нас впереди целый день, а мы уже обошли весь парк несколько раз, мы придумали себе игру, и каждый раз, когда заходили на американскую горку, у которой были вот такие вертикальные подъемы и падения, придумывали себе задание. Нужно было один раз нужно было прокатиться, вообще не держась руками. Придумали, что момент, когда резкий спуск с горки идет, и камера фотографирует каждого, кто едет на аттракционе, мы должны были поцеловаться. Мы поцеловались, и когда внизу уже спустились забирать нашу фотографию, и девушки, которые работают там в специальном киоске, выдают эти фотографии на печать, решили, что мы катаемся на аттракционе в первый раз, и были абсолютно поражены тем, что люди во время свободного падения развлекались таким способом. Только все все скажем так, устаканилось. То есть у него хорошая работа, у него были такие планы, и все это можно сказать, прахом. Обидно, ужасно обидно. В какой-то момент, когда Леша совершил своего рода каминг-аут, правда, в немножко другом смысле, да, когда он рассказал, собственно, о том процессе, который был в отношении Химок, он улыбнулся своей фирменной улыбкой. Ребят, вы что вообще, вы не гуглите сотрудников перед тем, как берете их на работу? Да. И тут же все вошли в интернет, все узнали, у всех стали волосы дыбом, как этот человек. И тут все стало, в общем, на свои места. Мне было поручено давать ему задания. И меня поразило то, что он так быстро со всем справляется, и все так качественно, все так хорошо. Я думаю, господи, так он действительно очень умный, и это именно тот человек, которого мы искали. Да, можно было взвалить какую-нибудь задачу. Да. Отдать сложный проект Леше. Леша всегда мог решить сложного клиента. Да, или если ты не знал что-то, как это сделать, или если ты не знал, куда пойти, или если он говорил, ребята, а давайте, то, в общем, ты мог спокойно отдать это ему на откуп. И вот он к чему-то приводил. Говорят, есть такое выражение, что нет незаменимых людей. Мне кажется, Леша как раз тот, который незаменим. То есть он как и в профессиональном смысле очень хороший специалист, так и как человек, как друг. Но вот его нет, и нам его действительно не хватает. Прошло уже, сколько времени? Вот уже 2-й месяц. А все кажется, что он сейчас войдет и с нами будет общаться, принимать наши шутки. Подшучивать надо мной, я над ним, да. И вот правда, вот такое впечатление, будто, правую руку отсекли. Это Жан-Поль. Мне его Леша подарил на мой 23-й день рождения, вот в этом феврале. Собственно, это было, на самом деле, сейчас очень многие до сих пор смеются над его подарком, просто потому что Леша всегда был и остается прагматичным и практичным человеком, и даже когда вот у него день рождения случается, он всегда заранее просит, чтобы список подарков, который был бы ему очень полезен. Это книги, неважно, в общем, что-то полезное, то, что для него актуально. И всегда у него такой же подход сохранялся, когда он дарит подарки другим людям. Но вот в этом году он
решил потешить, видимо, мои пристрастия к каким-то детским дурацким вещам и подарил мне медведя. На момент, когда он его подарил, у него еще не было имени. Но через день выяснилось, что медведь разговаривает. Леша тоже об этом не знал. Он говорит гадости всякие про любовь. Но на самом деле мудрые вещи. Вот. И с тех пор его зовут Жан-Поль. Однажды мы с Лешей обсуждали, когда цвет стен в квартире на высоких тонах. Вот. Я села рядом с Жан-Полем, села ему на лапу, и Жан-Поль сказал, что любить человека значит признавать его правоту, когда он не прав. Вот. В общем, он очень уместно высказал мудрую вещь. Естественно, мы с Лешей сразу же сошлись и перестали ругаться. Вот. Ну и на самом деле этот подарок сейчас в ретроспекции особенно для меня важен, наверное, в условиях, когда Леша нет рядом, потому что я могу его обнимать. Представляете, что это Леша. Такой же большой, мягкий. И в дочери своей уверены, и в Леше. Люди знают друг друга давно, поэтому видно, что они как друг к другу относятся, и все у них будет хорошо, я надеюсь. Несмотря на то, что к таким вещам, которые сейчас происходят уже второй раз с Лешей и со мной, невозможно привыкнуть, иногда, видимо, единственный способ как-то продолжать жить и функционировать, в том числе на пользу Лешиного дела и с попыткой как-то его освободить, это как-то забыть то, что происходит. И иногда я на автомате делаю вещи так, как будто ничего не случилось. Это касается и планирования свадьбы, и планирования подарков на Лешин день рождения, которое должно будет быть 18 июня, но которое он, скорее всего, встретит в застенках темницы. Будем надеяться, что через месяц выйдет. Такие мысли. Надеемся, ненадолго справимся. Я не знаю, услышит ли нас кто-то из тех, кто решает сейчас его судьбу, но я хочу сказать, что если, не дай бог, случится что-то нехорошее, наверное, это будет не только против него, но и против нас всех. Просто мир, наше общество разделилось на добро и зло, а добро, оно, как известно, всегда побеждает. И мы в итоге победим. Я не знаю, каким это образом будет, но я уверен, что у Леши все будет хорошо, и просто это вопрос времени.